Доброго времени суток, уважаемые зрители канала. С вами Кузин Александр, более известный как Суррогат. В этом видео я хочу рассказать вам об одном инструменте, который позволит получать ссылку на ячейку таблицы свойств фигуры, в том числе фигуры, расположенные на другой странице документа. Вы спросите, для чего нам нужны ссылки на другие фигуры? Для создания параметрических зависимостей, которые позволяют добавлять фигурам интерактивность. Например, изменять ширину одной фигуры в зависимости от высоты другой. Или изменять цвет заливки фигуры в зависимости от высоты другой фигуры. Также можно сделать изменение, скрывать фигуру в зависимости от свойства другой фигуры. Видите, она у нас исчезла. Ссылка на ячейку фигуры, расположенную на другой странице, состоит из трех частей: имени страницы, имени фигуры и имени ячейки. В качестве разделителя между этими частями служит восклицательный знак. Каждый объект Visio имеет набор свойств, которые его описывают. Это то, из чего состоит таблица свойств. Если пользователь хорошо знает структуру таблицы свойств, то может указать имя ячейки по памяти. Если нет, или возможны проблемы с корректным написанием названия ячейки свойств, то можно получить ее непосредственно в таблице свойств. Можно скопировать название ячейки в буфер обмена следующим образом. Выделяем фигуру, открываем ее таблицу свойств и какую-нибудь ячейки. Самый безболезненный способ использовать для этого ячейку comment в разделе «Разные». В принципе, можно работать с любой ячейкой. Выделяем формулу в строке формул. Вот выделили сверху, у нас верхняя часть строка формул. Берем содержимое ячейки, удаляем до знака равно. Наводим на интересующую нас ячейку или ее значение. Вот белая заливка, или серая заливка, красный фон. В общем, кликаем по ней, примерно как это сделано в Excel. И получаем ссылку на формулу в нашей ячейке. Выделяем ее и вырезаем Ctrl-X в буфер обмена. Нажимаем Escape. И у нас значение возвращается на старое. Если вдруг вы случайно нажали клавишу Enter или вот этот зеленый значок принять в строке формул, то нажимаете клавиши Ctrl-Z. Для чего это нужно сделать? Это очень важно, потому что в Visio многие значения могут быть параметрически увязаны между собой. Изменив значение в одной ячейке, вы можете что-то поменять в этой же фигуре или в других фигурах, может быть какая-то зависимость. И чтобы этого не произошло, чтобы исключить такие неожиданные изменения, лучше вернуть значение ячейки. А вот с именами страниц и фигур могут возникнуть сложности, которые обусловлены проблемой локальных и универсальных имен. Локальные имена были добавлены в Visio, когда продукт вышел на мировой рынок. И разработчикам пришлось добавлять в интерфейс поддержку различных языков. В таблице свойств ShapeSheet используются только универсальные имена, в то время как пользователь через пользовательский интерфейс приложения видит локальные имена. Пару лет назад я готовил видео, в котором рассказывал, на какие хитрости нужно пойти, чтобы узнать такие универсальные имена страниц. Чтобы теперь избежать таких сложностей с определением универсальных имен страниц и фигур, можно использовать мой инструмент Snippet для ShapeSheet. Фактически это таблица Excel, внедренная на моем сайте, в ячейках которой с помощью функции сцепки формируется код, который генерирует нам ссылку на интересующую нас ячейку. На всякий случай в инструменте под ключевыми ячейками, такими как А2, Б2 и А5 и Б5, есть подсказки, что нужно делать при работе с данным инструментом.
На сайте дано некоторое описание сверху над табличкой. Ну, давайте вы послушайте меня, как я вам расскажу. Возможно, вам будет понятнее, прочитав это, кому-то понятнее, посмотрев видео. Ну, возможно, два этих описания помогут вам лучше разобраться с работой этого инструмента. Если вы еще не успели забыть, несколько минут назад я скопировал ссылку на ячейку в буфер обмена. Теперь мы переходим в этот инструмент. В таблице выделяем ячейку А2, нажимаем клавишу F2, удаляем все содержимое и вставляем из буфера обмена то значение, которое было в нем. Нажимаем клавишу Tab, мы переместились в ячейку B2, просто Ctrl-C, копируем ее содержимое, возвращаемся в приложение Microsoft Visio. Здесь открываем окно редактора VBA клавишами Alt F11. Вот у меня тут, к сожалению, оно скрылось чуть более. И здесь нас интересовало больше окно Immediate. Если оно у вас было скрыто, то надо было нажать клавишу Ctrl-G. Вот оно у нас появилось в нижней части экрана. Возможно, оно откроется у вас где-то сбоку. Ну, это уже как вам удобнее. Мне больше нравится, когда у нас снизу. Нажимаем здесь Ctrl-V. У нас наша формула, которую мы скопировали в ячейке, появилась в этой строке. Нажимаем Enter. И у нас вот появилась во второй строке ссылочка. Мы ее копируем и, допустим, мы можем уже дать ссылку на эту фигуру, допустим, уже в другом месте. Вот мы взяли, ее вставили. Видите, у нас изменилась высота вот этого прямоугольника. Давайте мы сейчас вернемся, сделаем этот восьмиугольничек поменьше, вернемся сюда и видите, у нас вот высоты их, можно сказать, равны. Если вам нужна ссылка на то же свойство, но уже другой фигуры, давайте мы выделим другую фигуру. Вот здесь, да. Возвращаемся в окно редактора VBA. Еще раз нажимаем, то же самое свойство, если нас интересует. Мы нажимаем просто Enter и получаем уже ссылку на эту фигуру. Что она у нас располагается на второй странице. Как вы можете заметить, видите, у нас в польском интерфейсе написано страница 2 по-русски. А вот здесь уже название фигуры, вернее название страницы отличается. Если вы хотите получить ссылку на фигуру на той же самой страничке, также можно использовать этот инструмент. Потому что Visio отбросит, если вы применяете его к ссылкам на фигуры, расположенные на одной страничке, он отбросит этот префикс, который отвечает за название страницы. Также в этом инструменте есть вторая строка, которая позволяет нам получать ссылки на свойства самой страницы. Не на конкретную фигуру, а в свойства страницы, такие как высота страницы, ширина страницы и так далее. Для этого нужно аналогичным образом скопировать в ее таблице свойств какое-то некое свойство, вставить его в ячейку А5 и дальше уже скопировать в ячейке B5. И все ход действий будет аналогичен тому, что мы применяли для ссылки на какое-то конкретное свойство конкретной фигуры. Эти шаги позволяют избавлять нас от лишних хлопот по определению имен страниц и фигур. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч на канале. До свидания.